Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Сегодня 28 июля. Установим шарик в номер 28. Это прямой эфир на моем канале Рулетка ММ Сердце Лайф. Сделаем несколько бросков, посмотрим, как сегодня ложится шарик. А тема сегодняшнего эфира – неделимые номера. Что это? Итак, несколько бросков. Бытует мнение, что когда дилер открывает стол и никто не играет, то он пытается попасть в номер сегодняшнего дня. Но мы не пытаемся, но тем не менее сыграли. Вот видите, прям рядышком с номером 28. Еще. Посмотрим. Всегда смотрите, как выходит шарик, много ли посторонних звуков. Ну, опять, вот видите, замечательно, замечательно. Итак, сегодня 28 июля. В данном случае шарик упал рядом с номером 28. Ну, продолжим. Как вы знаете, есть европейская рулетка. Это рулетка с одним зеро. В данном случае у нас европейская рулетка с одним зеро. А есть еще и американская рулетка. Там есть 2 зеро и даже 3 зеро. Разница между европейской рулеткой и американской рулеткой принципиальна. Это расположение номеров на колесе рулетки. Европейская рулетка с одним зеро, еще раз, это умная рулетка. Почему? Потому что здесь можно поставить тиер, альфа-лайнс, луазан, шпиль. В американской рулетке это невозможно. Там принцип напротив. Поэтому мы будем рассматривать только европейскую рулетку. Ну, во всяком случае, сегодня. Вы уже знаете, что я разделил колесо рулетки на 8 зон. Вот сейчас я вам покажу. Посмотрите, зона 0 напротив зона 10, зона 6 напротив зона 9, зона 1 напротив зона 21 и зона 11 и напротив зона 28. Друзья, конечно, вы решили сыграть тиер. Он ставится достаточно легко. Можно с педами, можно в номер, можно поставить устную ставку тиер. Дилер ее, конечно, поставит, и все понимают, что происходит в данном случае, или что делает каждый из игроков и присутствующих за игровым столом. А вот, допустим, вы решили сыграть не тиер, а ближе к единичке. Скажем, где-то вот в этом районе. Как вы будете ставить? Или решили поставить быстро, допустим, после броска, когда у вас есть всего лишь несколько секунд, 3-4, там, ну 5 секунд максимум. Как вы будете ставить? В поле. Сейчас разговор идет о том, чтобы как делать ставки в поле. Что вы поставите? Единичку. Там 1, 9, альфа-лайнс может поставить, да, потом будете там 5, 10. А не забывайте, что здесь может быть еще много уже фишек лежит на столе. То есть будет какая-то, скажем так, сумятица. Или, допустим, еще один пример. Вы решили сыграть где-то в районе 21. Как вы будете играть? Поставите альфа-лайнс или поставите шпили, потянете там номера 21 с альфа-лайнсом 6, 17, 34, а если он пойдет 27, тоже, кстати, рядом с номером 21. То есть есть какие-то неудобства, которые как бы, ну, вводят неуверенность в движениях, скажем так. А как вы знаете, особенно когда вы играете после броска, то время ограничено. Одно дело, когда вы ставите до броска, у вас есть достаточно много времени, можно даже еще кому позвонить, там, по телефону поговорить, там, подумать, посмотреть на трек и поставить какие-то номера в выбранном вами секторе. Поэтому очень-очень давно, еще в прошлом веке, я бы так сказал, придумал и хочу поделиться с вами принципом ставок в поле. Назвал я этот принцип «неделимые номера».
понять и запомнить очень-очень легко. Вы сможете быстро сделать ставку в поле, а это очень важно, особенно если вы решили сыграть после броска. И что интересно, запомнив принцип неделимые номера, вы хорошо освоите и расположение всех номеров на колесе рулетки. Итак, что такое неделимые номера и почему это интересно? Давайте посмотрим расположение номеров на колесе. Допустим, вот посмотрите, 0, а рядом 26 и 32, где-то 15, 19, 4, 32, 35, ну, где-то вот эти все номера, где-то вот они все, это шпиль, там немножко больше, чем шпиль, там 19, 4. Что я сделал? Я объединил по три номера группы, и у меня получилось 0, 26, 32, это вот группа. Если вы, допустим, решили сыграть в районе номера 0, то вы теперь ставите не просто только номер 0, а ставите как 0, 26, 32. Вот так вот. Эта группа из трех номеров 0, 26, 32. Причем вы можете как угодно поставить. 32, 26, 0. 26, 32, 0. Но при всех случаях это одна группа из трех номеров. Давайте по часовой. И как это выглядит по часовой стрелке? Дальше. Три номера. 4, 15, 19. Вот это надо запомнить, что 4, 15, 19, они идут сразу по часовой стрелке за 0, 26, 32. Это также группа из трех номеров, и они, как говорится, неделимы уже. То есть вы ставите либо 4, 15, 19, либо 19, 15, 4. То есть расположение движения вашей руки в поле может быть каким угодно, но при всех случаях это у вас будет 4, 15, 19. Давайте далее. Смотрите. Дальше идет у нас группа из трех номеров 2, 21, 25. Понятно, да? 2, 21, 25. Далее. 6, 17, 34. Пожалуйста. Далее. Посмотрите. 13, 27, 36. 13, 27, 36. Опять три номера. То есть были 6, 17, 34, три номера. А теперь 13, 27, 36. Поставим. Далее. 8, 11, 30. 8, 11, 30. Пожалуйста, 8, 11, 30. И вот здесь хочу обратить ваше внимание, что в районе 10, 5, 10, 23, 24 это единственное место, где закрываются не 3 номера, а 4. Почему? Потому что у нас идут два номера маленьких, 5 и 10, они подряд идут. Это вот единственное место, где вот такое вот идет интересное место, очень интересное место. Поэтому мы делаем здесь 4 номера, объединяем их, и получается вот так вот. 5, 10, 23, 24. Далее. Опять переходим на три номера, группа из трех номеров. 1, 16, 33. Далее. 14, 20, 31. Далее. 9, 18, 22. Далее. 7, 28, 29. Кстати, как интересно получилось, сегодня 28 июля, как раз получилось, что 7, 28, а завтра 29 июля. Ну, так получилось, ну, все равно интересно. И еще одна группа из трех номеров, вот посмотрите, у нас осталось. Это 3, 12, 35. И вот мы закрыли все поле. Значит, еще раз запоминаем, что неделимые номера – это объединяются три номера конкретных, не просто хаотично там каких-то, а именно конкретных три номера. Они объединены мною. И в дальнейшем, когда вы будете играть в поле,
когда вы выучите, это легко очень учится, и вы запомните не только эти неделимые, но еще расположение номеров на колесе. Сейчас я быстренько уберу, секундочку. Итак, еще раз, что такое неделимые номера? Неделимые номера – это способность быстро, освоив их, закрыть в поле, именно в поле, не на устных ставках. Мы сейчас рассматриваем только игру в поле. Потом называется неделимые номера в поле. Объединил я все номера по 3, за исключением 5, 10, 23, 24. И вы, когда играете, у вас в памяти все эти группы, как говорится, вы их запомнили и спокойно, скажем так, ими можете быстренько поставить, потому что именно здесь и дается возможность очень быстро поставить. До броска будете ставить, после броска, неважно. Будет ли закрыто все поле там еще игроками, вы быстренько можете поставить, вот, допустим, в районе 11. Вы решили сыграть где-то в районе 11. У вас будет 8, 11, 30. Видите, как удобно, быстро. То есть, но вы прекрасно знаете, что с одной стороны у вас будет 13, 27, 36, а с другой стороны именно 4 номера. 5, 10, 23, 24. И вы достаточно легко и быстро это все можете закрыть. Ну, давайте попробуем. Вот, скажем, вот у нас лежит шарик в районе, лежит не в районе, а конкретно лежит в 0. Сейчас, секундочку. И вы решили сыграть в районе 11. То есть это будет сектор зона 11. Давайте я вам сейчас покажу. Рисуночек. Мы ранее рассматривали устные ставки. Это вот как раз устные ставки в районе, ну, в данном случае, если мы говорим о 11, зона 11, 11, 5, 34. Давайте вернемся опять. Вернемся опять к колесу. Вот. И мы ставим, в данном случае будем ставить до броска. Это ваш выбор. Играть до броска, после броска. Это ваш выбор. И мы решили поставить в районе 11 устную ставку из 3 соседей. Это будет 11, 5, 34. И оставим вот эти 3 группы неделимых: 8, 11, 30, 13, 27, 36 и 5, 10, 23, 24. И попробуем после броска. Сейчас, кажется, я сделаю бросок. Посмотрим, угадали ли вы в данном случае, сыграет ли ваша ставка, скажем так. Шарик вышел достаточно мягко. Все у нас стоит в районе 11. То есть вы не решили, что не будет повтор шпиля, или, скажем, в районе 0, а именно в районе 11. О, посмотрите, как интересно. Шарик упал в номер 27. Вот видите? То есть у вас сыграл сосед из устной ставки. Это сосед 34. И у вас сыграли неделимые номера, то есть именно 13, 27, 36. И в данном случае это очень хороший результат, потому что у вас выплачивается 180. И здесь фишка, если по одному, то это будет 36, если по 5 еще 180. То есть понятно, да? То есть дилер все это убрал. Сейчас давайте я уберу. Вот. И еще пятачок сюда. Давайте я доставлю. Вот так вот это будет все выглядеть. То есть вот как раз вот это и есть как бы то, что я предлагаю вам освоить. Это неделимые номера. 12 групп. Все, я объединил их по 3 номера. И только в районе 5, 10, 23, 24 вам нужно запомнить, что это 4 номера. Это очень-очень легко.
очень легко запоминается. И в данном случае могу только вам пожелать удачной игры. Ну и сейчас заодно поиграем. Но предварительно хочу вам показать еще раз устные ставки, картиночку. Вот они, соседи по 3. Еще раз. Диск, колесо я разделил на 8 зон. Это у нас устные ставки. Желательно их тоже запомнить. Это все очень легко. Закрываете 15 номеров. Это оптимальное расстояние закрывания сектора для игры. И в момент броска или до броска вы можете усилить неделимыми номерами. Естественно, в том секторе, который вы ставите на устной ставке. Давайте вернемся к колесу. То есть вы решили вернуться. То есть не мы решили, а я вернул картинку. Итак, шарик сейчас лежит в номере 27. Сделаем спин и сделаем ставку до броска. Ну, что вы любите после 27? Сделать повтор? Ну, давайте. Давайте сделаем повтор точечной ставкой. Точечная ставка, как вы помните, это играют два соседа. Она не привязана, эта точечная ставка, к 8 зонам. Устная ставка 3 соседа и устная ставка в пол колеса, они привязаны вот к этим 8 зонам. Точечная ставка это 2 соседа, минимально 2 соседа, а там можно грузить сколько угодно. И вы выбираете номер, который вы хотите, думаете, что будет повтор. В данном случае мы думаем, что будет номер 27, поэтому мы ставим, вот так вот будет ставиться точечная ставка. Вы удваиваете номер 27, у вас играет 9 номеров. Если вы хотите, чтобы все номера удваивались в этом районе, то вы ставите с внешней стороны еще 2 соседа. И у вас все номера, 9 номеров, они все у вас удваиваются. Это хорошая ставка, тут двойная выплата будет, если, как говорится, попадете. И что вы можете сделать? И еще конкретно делаете усиление уже в поле неделимыми номерами. Если вы решили сыграть номер 27, то вы ставите 27, 36, 13. Вот так вот вы поставили, и вы усилили. Но я вам скажу так, из опыта, что все-таки это мало. Мало. Хотя бы, скажем так, вот посмотрите, сейчас будет бросок по часовой стрелке. Значит, если шарик, допустим, упал в номер 27 и 13, он может немножко пойти вперед. Поэтому в этом случае есть смысл поставить 8, 11, 30. То есть, если он в данном случае упадет, как вы решили, на повтор, и техника будет броска, как бы, ну, шарик всегда прокатывается несколько лунок, то он пойдет вперед, логично, да. Может, конечно, удастся пойти назад, вообще может улететь. Все зависит от того, как закручен диск и какая техника броска у дилера. Но тем не менее, логически, если упадет 27, то он немножко может пройти вперед. Поэтому он может уйти на 8, 11, 30. Ну, давайте попробуем. Итак, мы сделали ставку до броска. Мы сделали точечную ставку с удвоением. Это золото. Удваивается номер 27. А это 2 внешних соседа. Прям сразу ставится вот рядышком, только с внешней стороны. Это серебро. И в данном случае мы сделали удвоение в районе номера 27. Спин. Ну, шарик вышел достаточно мягко. Не передавлен, я его вроде не передавил. Посмотрим, как он упадет. И где. Вот как интересно, посмотрите. К сожалению, шарик упал в номер 5. Но, тем не менее, у вас стоит 8, 11, 30. И если бы вы прочувствовали и поставили бы еще неделимые 5, 10, 23, 24, то ваша ставка сыграла бы. Ваша ставка бы сыграла, и даже вот эти $100, с учетом того, что даже если у вас тут будет, допустим, ну, там, по 2 или там, ну, это уже, или пятаками вы бы сыграли. В данном случае вы, ну, может быть, не отбили бы всю ставку, но, тем не менее, какой-то возврат был. Понятно, да? Ну, давайте еще попробуем. Оставим то, что мы уже поставили. Конечно, дилер все это уберет, но чтобы тут не вводить суматоху, это движение из поля туда и обратно. Опять оставим
ставку точечную на номер 27, только добавили не только 8, 11, 30, 13, 27, 36, но и 5, и 10, 23, 24. Тем более, что сейчас шарик будет идти против часовой стрелки, соответственно, он может упасть в повтор в пятерку, если будет, допустим, где-то в этом районе, и уйти как раз вот в тот сектор, где у вас тут все стоит. Ну, попробуем, давайте. В данном случае неплохо вышел. Давайте посмотрим, куда он залетит на этом броске. То есть мы сделали ставку до броска, сектор в районе 27 и неделимые номера. Вот, пожалуйста, шарик упал в номер 27. Замечательно, да? Шарик упал в номер 27. То есть, скажем так, дилер вернулся к номеру 27. У вас здесь удвоение, два соседа. Правильно? И здесь у вас в номере стоит. Ну что, это замечательно просто. Замечательно. Хорошая выплата будет. Вы даже вернули потерянные деньги, которые были предварительно. Ну и опять же, оставим как есть, ничего не буду менять. То есть, да, дилер сейчас я бы все это убрал. Но мы в данном случае как бы рассматриваем точечную ставку с удвоением. И мы поставили с вами неделимые номера в районе 27,11. То есть это будет неделимые номера в данном случае. Посмотрите, я на колесе покажу неделимые эти номера. То есть мы вот так вот поставили, смотрите. 13, 27, 36. 8, 11, 30. И 5, 10, 23, 24. Запомните, это единственное место, где мы закрываем 4 номера. Вот сейчас, посмотрите, на колесе я специально положил вот так фишки. Вот это сейчас у нас находится в поле и устная ставка. Точечная ставка с удвоением, это серебро, это золото, и неделимые номера, которые вы сейчас видите на колесе рулетки, сейчас они все лежат у меня в поле. Сейчас я с колеса уберу. И сейчас движение шарика будет по часовой стрелке. То есть, другими словами, мы опять повторим ту же ситуацию, когда шарик лежал в 27 и бросок был по часовой стрелке от номера, я кидал прямо от номера 27, и он упал в номер 5. Мы сейчас как бы добавили вот эту пятерочку, которая у нас не лежала, тогда мы проиграли эту ставку, и сделаем спин, попробуем. Ну, сейчас, к сожалению, немножко было такой не совсем хороший выход, но посмотрим. Может сейчас скакать. Попробуем, посмотрим. Вот, пожалуйста. И опять, как интересно, да, опять шарик попал в номер 5. Но мы уже, смотрите, как интересно, мы уже поставили, неделимые номера 5, 10, 23, 24. И в данном случае, ваша ставка сыграла. Но не сыграла ставка устная, поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание, что точечная ставка – это два соседа, вот так мы поставили. Это очень хороша для повтора. А для игры, конечно, надо играть либо с устной ставкой 3 соседа. Сейчас еще раз вам покажу. Вот она ставка, 3 соседа. Посмотрите, это была у нас зона 11 мы ставили, 8, 11, 30, помните, да? И если бы вы поставили, и здесь видите соседи, 11, 5, 34. Давайте я открою еще раз. То есть, если бы вы поставили не точечную ставку на 27, а поставили устную ставку в треке, сами поставили, либо попросили, дилер он с удовольствием поставил бы 11, 5, 34. Вот эта ставка 11, 5, 34. То есть на колесе это будет выглядеть так. То есть я просто повторил устную ставку в зоне 11, а устная ставка 3 соседа закрывает 15 номеров. Вот они, 15 номеров. И эти ставки, устные ставки, 3 соседа и устные ставки пол колеса, они привязаны к 8 зонам. Давайте я еще раз покажу. Вот посмотрите, видите, у нас 8 зон,
И все ставки устные, они привязаны к этим 8 зонам. Почему? Потому что если, допустим, вы хотите сыграть где-то, ну сейчас открою еще раз. Если вы хотите сыграть в номер 13, то в данном случае это будет ближе к 11, потому что зона 6, основной номер здесь 34. Это вам уже, это все есть, вы можете посмотреть. Ну, в данном случае я говорю как то, что мы сейчас вот решили сделать. Итак, мы сделали ставку до броска. Сейчас мы сделали ставку 3 соседа устная, 11, 5, 34, вот видите, да? Шарик у нас лежит в номере 5. В номере 5. Мы поставили неделимые номера 8, 11, 30, 13, 27, 36 и 5, 10, 23, 24. И дилер сейчас будет играть против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Попробуем, посмотрим. Вернется он опять 27. В данном случае в прошлый раз вернулся 27. Посмотрим сейчас. То есть у нас устная ставка. Мы уже сделали на 15 номеров 3 соседа. И посмотрим, где он остановится. Вот. А шарик ушел, к сожалению, напротив, прямо в 28 число. Сегодня у нас 28 июля. Это был прямой эфир. К сожалению, наша ставка не сыграла. Дилер все забрал. Ну, как говорится, если бы было все так просто, рулетка бы, ну, не знаю, как долго бы она была. Ну что, теперь давайте просто поиграем вместе. Я буду делать спин, вы попробуйте поставить какую-то ставку. И было бы неплохо, если бы у вас рядом было бы поле, вот так вот. Прям можно нарисовать, там размер может меньше. Главное, чтобы вы могли, скажем так, уже потихоньку начинать набивать руку на ставку, потому что это тоже требует определенных навыков. Ну что, попробуем поиграть. Я тоже периодически буду пробовать ставить какой-то сектор. Буду использовать соседи, опять же, для примера. Это будет либо точечная ставка, 2 соседа, допустим, в зоне 0 это будет 15, 3-15, вы удваиваете номер 0, и все остальные играют, как бы страхуете. Я буду играть, допустим, в зоне 0, устная ставка из 3 соседей. Это будет 0, 21, 28. Или же снова устная ставка в полколеса в районе 0, потому что у нас зона 0 в данном случае. Там будет 4 соседа, это будет выглядеть так. Вот в полколеса. Это минимальное количество фишек на данную ставку. А там вы уже можете добавлять. Только хочу обратить ваше внимание, что если вы добавляете, скажем, усиливаете в выбранной вами в зоне, усиливаете какие-то номера, не перестарайтесь, чтобы если шарик, допустим, упадет в номер 34, а у вас здесь загружено на $300, а выплата будет всего лишь 180. Вот на это обращайте внимание. Ну что, попробуем, поиграем. Итак, у нас номер 28. Сегодня 28 июля, прямой эфир. В данном случае я еще раз хочу напомнить, что мы рассматриваем принцип неделимые номера. И в номере 28 вы уже должны запомнить 3 номера. Это 7, 28, 29. Вот это 3 номера, они неделимые. Если вы будете использовать принцип неделимые номера, вы хорошо должны запомнить, что 7, 28, 29 это одно целое. И если вы играете номер 7, то вы всегда ставите 7, 28, 29. Вот так. А если хотите прикрыть номера, вы должны точно понимать, что с одной и с другой стороны это будет 3, 12, 35 и 9, 18, 22. Давайте прямо вот сейчас оставим и сыграем. Раз вы играете зону 28 3 соседями и поставим до броска 3 соседа. Устная ставка, 3 соседа. Вы должны это уже хорошо знать, или во всяком случае со временем вы это будете уже хорошо понимать, знать, поэтому у вас не должно возникать. Если вы будете делать ставку и думать о том, как это поставить, если будете делать это после броска, вы не будете успевать. Вам это нужно довести до автоматизма. Это очень важно. Итак, у нас ставка в треке 2809. 3 соседа, закрываете 15 номеров от 15 до 14. У нас в поле неделимые номера 7, 28, 29.
3, 12, 35 и 9, 18, 22. Вы как бы усиливаете. В чем суть неделимых номеров? Если вы играете по устной ставке, ваш, как говорится, финансовый багаж позволяет и там делать ставки, вы делаете устную ставку, и уже внутри этой ставкой неделимыми номерами, я подчеркиваю, это очень важно, неделимыми номерами вы усиливаете данный сектор. И в случае, если шарик остановится в этом секторе и еще в данном случае в неделимые номера, то есть он упадет именно, у вас Zero уже не играет. То есть я не поставил. Вы, конечно, вы можете поставить и Zero 26, 32. Смотрите. Вот 3, 12, 35, а дальше идут номера. Не 26 вы должны поставить, а именно поставить 0, 26, 32. Давайте поставим. То есть вы уже поставили 12 номеров. У вас еще играет сосед, закрывает еще и 15. Но мы в данном случае сыграли уже 4 группы неделимых номеров. Ну что, попробуем. Так, сделал спин. Ставок больше нет. Здесь еще много-много наставлено. Посмотрим, где он остановится. Вот, а шарик, к сожалению, ушел вперед. Ну что, так бывает, да. То есть он чуть-чуть ушел. Уже у вас играл еще и 15 играл сосед. Но в данном случае шарик ушел. Ну, оставим эту ставку. Давайте еще раз. Вдруг он все-таки сделает возврат. Такой же тоже может быть. Тем более 17. 7 очень хороший вариант. Еще кто-то ставит, но у вас ставка была до броска, или после броска вы успели поставить. Сейчас ставок больше нет, вы уже ничего не забрать, двигать вы не имеете права. Вот, пожалуйста, замечательно. В данном случае шарик упал в номер 12. У вас в поле стоит связка неделимых 3, 12, 35. Давайте я вам покажу вот эту связку. Смотрите, у вас сыграла связка неделимые номера. Вот эти. У вас сыграла связка неделимые номера 3, 12, 35. То есть все, и у вас сыграл сосед, золотой сосед, первый сосед, сектор, который вы выбираете, первый сосед, в данном случае в зоне 28, это будет номер 28, это золотой, это бронза, а внутри я поделил, это серебро. В данном случае у вас сыграл устная ставка сосед 28, и у вас сыграл номер 12, в неделимые 3, 12, 35. Надеюсь, я понятно выражаю свою мысль, но при всех случаях вы должны понять, в чем суть неделимых номеров. Они направлены на то, чтобы усилить, если вы играете в устной ставкой, усилить в том секторе, в котором вы выбрали, усилить этот сектор номерами в поле. И используя неделимые номера, вы никогда не пропустите внутри, вот здесь, и никогда не будете даже думать, вы будете уже на автоматизме ставить 3, 12, 35, 7, 28, 29, 9, 18, 22. Причем это будет уже настолько легко, что вы даже удивитесь, почему же так все это легко и просто. Это очень важно. Ну, нужно какое-то время, но тем не менее, вы это освоите и будете в дальнейшем использовать, потому что вы, самое главное, не пропустите никогда внутри, когда будете ставить ставку неделимые номерами, вы уже физически не сможете и пропустить какой-то номер, потому что вы их группируете. И если вы ставите 3, 12, 35, то вы знаете, что с одной стороны будет 0, 26, 32, а с другой стороны 7, 28, 29. Это очень легко запоминается в данном случае. И, как говорится, играй не хочу и выигрывай. Давайте уберу. Да, но вот если вы играете после броска, вот здесь навыки должны быть очень-очень-очень-очень хорошо освоены, потому что времени не так много. Да, может быть, для дилера это будет немножко неудобно, потому что он не знает, куда вы будете ставить. Если он что-то понимает в спинах, в своих бросках, но это не каждый это может. Это все очень-очень непросто. Шарик может удариться, отскочить. Поэтому тут, конечно, дело случая, ну, как говорится, что имеем. В казино мы сами приходим, нас никто туда не загоняет. Это ваше желание, это ваш выбор. Поиграть, немножко, как говорится, расслабиться, что-то перекусить, пообщаться с друзьями, с кем-то встретиться. Ну, хорошее времяпровождение, скажем так, это в казино неплохо. Главное не заигрываться и какую-то
сумма, если даже вы проиграли, не увлекаться. Ну что, продолжим? Я вот возьму вот эту меточку и буду иногда не ставить не в поле или в вынос, а просто буду показывать, что я бы сыграл там 3 соседа вот в этом секторе. А вы сейчас для себя определите, что сейчас будет. Будет ли перевертыш 21, будет ли 24 умножение на 2, либо останется он опять в шпиле. В данном случае вы сейчас сами решите, а я делаю спин. Но я бы поставил повтор. Прям поставил вот такой бы повтор. Вот так вот. Тремя соседями. 28,09. А он, к сожалению, он ушел на 27. Но так вот тоже бывает. Но если вы, допустим, ваша интуиция сыграла именно таким образом, что вы поставили после 12 напротив 13, то есть 27,36, то вы поставили бы. Самое правильное было бы движение, вы бы поставили неделимые номера. Или сначала, скажем, точечную ставку. Начнем с минимальной. Это два соседа. Точечная ставка– это два соседа. Там можете потом ставить сколько угодно. То есть вы выбрали, это был номер 27, вы выбрали номер 27, и вы ставите точечную ставку, удваиваете номер 27, это золотые два соседа, и больше не ставили. И решили, рискнуть, и решили поставить только одну связку неделимых номеров 13, 27, 36. И в данном случае шарик упал в 27, у вас сыграл сосед. Причем в этом случае у вас играет, знаете, вот чем интересен, да? Вот эта ставка точечная. Когда вы удваиваете номер 27, то есть вы как бы показываете, что вы играете номер 27. Не номер 6, а номер 27, потому что номер 6 был бы вот так вот. То есть тогда не было бы удвоения. А вот в этом случае у вас идет удвоение номера 27 на точечной ставке. Я повторяю, это точечная ставка, два соседа минимально. А там уже можно ставить как угодно. Там ставьте, пожалуйста, все от ваших финансов зависит. Но я всегда рассматриваю минимальную ставку, от которой можно уже потом отталкиваться. И у вас получилось, что здесь у вас идет двойная выплата, два пятака, и еще и здесь. Это очень космический результат. Понятно, да? А я в данном случае, моя ставка не сыграла. Продолжим. Итак, шарик лежит в номере 27. Вы делаете ставку до броска, после броска. Что-то вы там для себя определили. А я в данном случае делаю спин. Но я все-таки думаю, что он уйдет на возврат. И ставлю точечную ставку. Даже 3 соседа лучше. 28,09. А шарик попрыгал. А почему он так прыгал? Потому что у меня был не очень хороший выход. Открою вам маленький секрет. Какой бы ни был профессиональный крупье, там полгода играет, может быть, он уже считает себя профессионалом, всю жизнь играет, лет 40, допустим, ему там уже за 60. Техника броска, каждый бросок это как шедевр, как художник рисует шедевр. И не всегда может получиться этот выход, то есть выход из-под руки. И вот у меня сейчас он вышел, к сожалению, не очень хорошо. Такое было шероховатое звучание. Поэтому он упал где-то там и начал прыгать в разные стороны. И если он не ложится мягко, значит шарик был либо передавлен, либо в момент выхода были какие-то проблемы, скажем, технического характера. Ну что, попробуем далее. Вот сейчас шарик вышел хорошо. И я бы сыграл 3 соседа в районе 0. И ничего больше, ставок уже больше нет, я ничего не успел. Вот, пожалуйста, смотрите. Шарик упал в номер 19. Я поставил 3 соседа. 0, 21, 28. Это устная ставка в районе 0. 3 соседа. Давайте еще раз вам покажу картинку. Вот посмотрите, в районе 0 мы ставим 0, 21, 28. Вы обратили внимание, вот наверху где 0, 0, 21, 28. Вот я сейчас эту ставку поставил. И шарик упал в номер 19. Сыграл мой сосед 21. При ставке $75 мне выплачивают 100... Сколько там получается? $180. То есть получается хороший выигрыш, хороший подъем. Больше $100. Но это замечательно. Эта ставка это очень хороший результат. Вообще считается, что если ваша ставка
сыграла более чем на 30%, это очень хорошо. То есть от вашей ставки вы получили больше, чем 30%. Это считается хороший результат. А тут получается гораздо больше. Поэтому вот как бы на это можете тоже обратить внимание. Ну что, продолжим? Вот опять шарик вышел достаточно легко. Хорошо. Давайте поставим 28. 3 соседа в районе номера 28. Опа, ах, как хорошо. Смотрите, как интересно, да? То есть, если бы мы поставили 3 соседа, это было бы... И наша ставка, к сожалению, не сыграла бы. А вот если бы мы сыграли 4 соседа в полколеса в районе 28, это было бы так. Пожалуйста. То есть, еще раз, сейчас я поставил ставку, еще раз, я поставил ставку, которая называется в полколеса. Я сыграл 4 соседа, я закрыл полколеса. То есть мы вот также удваиваем номер 28, потому что ставка в полколеса также привязана к 8 зонам. Еще раз покажу. Ставка в полколеса, она привязана также к 8 зонам. Вот эти 8 зон. Только у меня здесь показаны 3 соседа. А если вы хотите более внимательно посмотреть про ставку в полколеса, сейчас, секунду, то вам надо просто-напросто открыть в мои видео и там посмотреть зона 28. Ну, любая из 8 зон. Я там очень подробно рассказываю именно о ставке в полколеса. Откройте видео там. Sales Life и зона 8. И найдите там очень у меня много выпусков, и обязательно найдете зону, которая вас интересует. Все 8 зон я там очень подробно именно рассказываю о ставке в полколеса. В данном случае, и вот эта бы ставка сыграла. Я к чему это говорю? То есть, очень важно именно прочувствовать и выбрать какую-то ставку. Можно вообще поставить. Можно было вообще поставить в 19, вот так вот. И шарик упал в 19, и вы в шоколаде. И вы в шоколаде. Ну, как часто это бывает, понятно, да? Не буду даже отвечать на этот вопрос. Мы сейчас говорим о том, как логично играть до броска, после броска, быстро, в какой-то системе, в каком-то правильном ключе, скажем, именно сделать ставку. Но при всех случаях всегда будет выбор за вами. Это очень важно. Да, вы можете поставить полколеса, вы можете поставить 3 соседа устных, вы можете поставить точную ставку, вы можете поставить 1 сосед. Вопросов нет. Это ваш выбор. Ваша задача в том, что насколько правильно вы прочувствовали, что шарик остановится именно в этом районе. А как вы это поставите? Вы используйте то, что я вот прилагал, именно устные ставки. Ранее посмотрите мои выпуски, там вы найдете устные ставки. Это три ставки. Три ставки. Это точная ставка, еще раз. Точная ставка, это я на колесе прям покажу, чтобы было понятно. Точная ставка, она не привязана к 8 зонам, что очень важно. Она не привязана. То есть вы в любом месте можете поставить точную ставку, минимально 2 соседа, а там уже как хотите. Только не пересердствуйте. Вот, допустим, вы решили в районе номера 28, сегодня у нас 28 число, и вы решили поставить точную ставку. Пожалуйста. Это будет вот так. Естественно, на треке это будет вот так. То есть у вас удваивается номер 28. Хотите, чтобы было удвоение всех номеров, вы ставите с внешней стороны вот так вот 2 соседа. И у вас все номера в этом районе, начиная от номера 26 и кончая номером 22, только вот этот по одному, но это вы все прекрасно знаете, у вас будет удвоение. Очень замечательно. Затем ставка в районе номера 28. 3 соседа. Я уже ставлю. Это 28,09. Видите, я быстро поставил, даже не думаю. Это 28,09. И ставка в полколеса, то, что вот сейчас мы с вами ставили, это будет 29,35, 15,14. Вы закрыли в полколеса, и в данном случае, когда шарик у нас упал в 19, сосед 15 сыграл, и вы при ставке $100 вы выиграли 108. Это очень хороший результат. Ну что, еще поиграем немножко? Давайте продолжим.
Вот я сделал немножко побыстрее. Ну что, точечная ставка в 28 и неделимая 7, 28, 29, то и поставим вот так вот. Вот смотрите, шарик упал на точечной ставке. К сожалению, он не достал одним номером, как часто бывает, да? Посмотрите, у нас сыграл в высоте 26, и в данном случае у нас точечная ставка не сыграла. А вот поставил бы я 3 соседа, пожалуйста, ставочка сыграла. А я бы сыграл не только 7, 28, 29, 30, 12, 35, а еще прибавил бы неделимые, как одно целое, 26, 32, 0. И еще бы она сыграла в поле. Но даже если не сыграли ваши ставки в поле, неделимые, у вас сыграл сосед, устная ставка 0, 21, 28. Я думаю, достаточно понятно объясняюсь. Ну, надеюсь. Ну, давайте еще. Куда бы вы поставили? Ну что, повтор? 28? Давайте просто неделимые поставим. Багажки закончился. А вот видите, и вы всегда по возможности следите, как ложится шарик. Он вроде бы пошел где-то на 18, а ударился в ребро и, к сожалению, отлетел. Естественно, это не очень хорошее. Когда шарик дергается, отлетает куда-то, это вызывает неопределенные, так скажем так, мысли, что, почему и как. Давайте еще. Ну вот если сейчас получится бросок, если он упадет в районе 28, то он упадет по черным номерам. Вот есть такие номера черные, вот в этом районе. Вот и посмотрим. Вот видите, он упал в черные номера в районе, я сделал такую технику броска специально, чтобы он упал именно в черный цвет. В данном случае он упал в черный цвет номер 20. Я не ставил ставить ниже, но в данном случае думал упадет 28. Давайте еще сыграем. Ну что, 0, шпиль. Куда бы вы поставили после 20? Либо повтор, 20, 19, хорошо тоже ложится. Куда бы вы поставили? А он упал как раз в те черные номера. Помните, я перед этим ставил? Как обидно. Повторил бы ставку вот так вот. И все, пожалуйста. В данном случае он прямо упал в номер 29. То есть этот номер у нас называется неделимые номера 7, 28, 29. Это как раз сегодня у нас 28 июля, прямой эфир. 7, 28, 29. Это неделимые номера. И эфир у нас сегодня был неделимые номера. Что это такое? Я надеюсь, что вы что-то усвоили для себя, что-то для себя придумали, подумали, скажем так, будете ли вы это использовать, либо останетесь при своих, как говорится, привычках, которые вы делали или и будете делать, это ваш выбор. При всех случаях, когда вы приходите в казино и садитесь за стол, это только ваш выбор. В данном случае я просто предлагаю, с учетом своего опыта, небольшого, несколько десятков лет, показываю, тем более, что я знаю, что я делаю, и вы в этом убедились, просмотрев все мои видео. Никаких там магнитов, никаких там уловок нет. Это все техника броска и способность, скажем так, владеть скоростями, которые есть на рулетке. Ну что, большое вам спасибо, друзья. Рад был с вами еще раз пообщаться. Надеюсь, еще мы будем не раз встречаться. Тем очень много тем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прямые эфиры, не пропустить новые выпуски, шорсы и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз большое спасибо и до новых встреч.